Теория привязанности была создана во второй половине прошлого века. Ее автор – английский психолог Джон Боулби. Он родился в 1907 году в Лондоне в респектабельной семье известного хирурга и получил типичное для детей из обеспеченных семей воспитание, то есть был максимально отстранен от родителей и большую часть времени проводил с няней. Но когда Джону было 4 года, няня покинула семью, и это было сильным эмоциональным ударом для будущего создателя теории привязанности. После окончания Кембриджского университета Джон работал с трудными подростками, получил классическое психоаналитическое образование под руководством Мелани Кляйн, а в 50-х годах по заданию Всемирной организации здравоохранения изучал последствия разлучения детей с их матерями. И хочу обратить ваше внимание, что идея, что детско-родительские отношения имеют не меньшее значение для жизни, чем стадии психосексуального развития, которые писал Фрейд, была не просто смелой, она была революционной, постепенно, осторожно. Сначала эго-психология или психология «я», потом межперсональная психология Салливан, Берн пытались выйти из герметичной капсулы ортодоксальной психоаналитической теории, заявить, что психологическое состояние человека зависит от детско-родительских отношений. В середине 20 века было очень смело, но дальше больше. К концу 20 века фокус теории привязанности сместился с детско-родительских отношений на взрослые, романтические отношения, и были сделаны следующие выводы. Привязанность зависит от индивидуального опыта. Индивидуальный опыт накладывается на все отношения. Индивидуальный опыт стабилен, но может меняться. И существуют типы привязанности. Да, были выделены несколько типов привязанности. Для упрощения я назову 3 главных типа привязанности. Это надежный тип, тревожный и избегающий. И именно Боулби описал эти типы, наблюдая за взаимоотношениями ребенка и матери. Возьмем, к примеру, надежный тип. Какое поведение взрослых лежит в основе надежного типа привязанности у детей? Стабильное, непротиворечивое, прогнозируемое поведение. Соответственно, тревожные и избегающие типы привязанности происходят из противоречивого и нестабильного поведения взрослых и проявляются либо тревогой и неуверенностью в себе, либо стремлением к автономии, избеганию контактов и слабой эмоциональной близости. Я могу легко объяснить вам это на примере бобов Берти Ботс с различными вкусами из книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Я вам очень рекомендую найти и прочитать мою книгу о психологии в Гарри Поттере. Она называется «Доктор, почему Гарри Поттер? Персонажная психология». Так вот, волшебные бобы Берти Ботс, для тех, кто не читал, могли иметь любой вкус, включая неприятный, типа ушной серы или козявок из носа. Как будут вести себя люди с разными типами привязанности в этом случае? Надежный тип привязанности смело пробует бобы, будучи уверенным, что рано или поздно найдет вкус, который ему понравится. Переводите эти метафоры сразу же на отношения. Тревожный тип привязанности осторожно пробует и, найдя более или менее вкусную конфету, боится ее потерять и не хочет пробовать дальше. Избегающий тип привязанности вообще предпочитает не есть никаких конфет, чтобы не рисковать съесть невкусную. Вот, собственно, главное, что вам нужно знать о теории привязанности и типах привязанности. А теперь, почему теория привязанности стала так популярна? Главная причина – наша с вами любовь к классификациям. Нам кажется, что, разложив все по полочкам, нам будет легче разобраться в любых жизненных проблемах. И, как правило, это верно, зная, какие грибы ядовитые, а какие нет, какие животные хищные, а какие нет. Да, легче выжить в этом мире равным образом. Если ты знаешь, что перед тобой человек, например, с избегающим типом привязанности, легче понять его поведение и пытаться изменить, поскольку мы уже знаем, что это возможно.
Именно такие вопросы мне и задают клиенты. Доктор, я встречаюсь с мужчиной с избегающим типом привязанности. Как мне выстраивать с ним отношения? Доктор, как найти женщину с надежным типом привязанности? Это увлечение? Понятно, но здесь есть и теневая сторона, потому что у многих возникает искушение все проблемы в отношениях связать только с типом привязанности. Например, молодые люди, считающие, что у них тревожный тип привязанности. Они оправдывают этим свой постоянный гиперконтроль, постоянные требования подтвердить уникальность отношений и жажду признания в любви. У меня тревожный тип привязанности, и поэтому ты должна это понимать и лучше показывать мне свою любовь, иначе я буду тревожиться и страдать. Зачем ты сохранил в записной книжке телефоны своих одноклассниц? Убери их. Кому ты только что звонил? Что ты сейчас делаешь? Почему ты не пожелал мне спокойной ночи? Ты разве не знаешь, что у меня тревожный тип привязанности? Классификации – это очень коварная вещь. Психиатры конца 19-го, начала 20 века очень любили строить строгие классификации психических расстройств, потому что им казалось, что, повесив ярлычок диагноза, проще помочь человеку. Но оказалось, что это не всегда так. Постановка диагноза приводила порой к исчезновению самого человека и его личности. Именно поэтому многие люди до сих пор не очень хорошо относятся к психиатрам, потому что они поставят диагноз, и потом будешь жить с этим диагнозом всю оставшуюся жизнь. Постановка диагноза типа привязанности тоже не всегда решает проблему, а иногда и создает новую, потому что человек начинает пытаться приспособиться к определенному типу привязанности, а не изменить его. Но ведь тип привязанности – это не окончательный приговор. Тип привязанности может меняться. И здесь возникает вопрос, как изменить тревожный и избегающий тип привязанности и сформировать надежный тип. До сих пор ведущей гипотезой является предположение, что для этого необходимо изначально абсолютное принятие со стороны родителей. А если этого не случилось, то со стороны партнера. А если этого не случилось, то со стороны психолога или психотерапевта. Ты должна принимать меня таким, какой я есть, со всеми пьянками, гулянками, ленью и необязательностью, и мы должны работать над нашими отношениями. Слышали такие фразы? Слышали. Возможно, это не совсем верно, а возможно, что и вредно. Вот мой психотерапевтический опыт, а я работаю 35 лет, позволяет предположить, что надежный тип привязанности связан с особым типом детско-родительских отношений, главным элементом которого является не столько стабильность, сколько особая система приближения, удаления отношений. Надежные, стабильные родители стабильно улучшают отношения с детьми при их правильном поведении и стабильно, в кавычках, ухудшают отношения с детьми при их неправильном поведении. Никакого абсолютного принятия и никакой безусловной любви. Воспитанный в такой системе отношений человек не только формирует адекватную модель своего поведения в обществе, но и сам умеет выстраивать надежные отношения с надежными людьми и умеет разрывать ненадежные отношения с ненадежными людьми. Ему не нужно тревожиться, тревожный тип привязанности, по поводу своих отношений, потому что он их может заменить на другие, если что-то пошло не так. Если Боб Берти Ботс оказался невкусным, можно его выплюнуть и взять другой. И ему не нужно избегающий тип привязанности, глубоких отношений, потому что он может вынырнуть из самых глубоких отношений и снова нырнуть в не менее глубокие новые, глубокие отношения. И этому можно научиться в зрелом возрасте. Мне бы хотелось высказать гипотезу, что тип привязанности у человека зависит не только и не столько от типа привязанности в детско-родительских отношениях и не только от привязанности, но и от его способности к отвязыванию. Назовем эту теорию теорией привязанности-отвязанности. Если ты
можешь быстро и легко выплюнуть невкусную конфету Берти Ботс, а не сосать ее до конца и не глотать. Ты будешь спокойно искать, пробовать и выбирать те конфеты, те отношения, которые будут и вкусными, и полезными для тебя. Эта моя гипотеза, конечно, нуждается в дополнительной проверке, чем, собственно, я сейчас и занимаюсь. А теперь я расскажу, как можно изменить тип привязанности. Если вы внимательно меня слушали, то обратили внимание, что тип привязанности во взрослом возрасте определяется всего лишь одним фактором – фактором отвязанности или способностью к отвязыванию. Этот фактор отвязанности означает способность человека в любых отношениях, это универсальный фактор, уменьшать или полностью прекращать отношения в тех случаях, когда партнер по отношениям не учитывает твои интересы и перестает вносить в них свой вклад. Обратите внимание, с какой проблемой вы чаще всего сталкиваетесь в отношениях. Проблема эта называется «как мне прекратить отношения», «как мне забыть его», «как мне вычеркнуть его из своей жизни». Неумение и неспособность решить эту проблему, разрывать отношения, идет из детства, здесь я с этим согласен. Но вот вопрос, можно ли ее устранить в зрелом возрасте? Конечно, да. Можно ли этому научиться? Конечно, да. А вот если вы не умеете уменьшать или прекращать отношения при их ухудшении, если вы умеете только работать над отношениями и восстанавливать их до бесконечности ценой своих нервов, психики и жизни, то можете не сомневаться, в любых отношениях вы будете либо тревожный тип привязанности, либо будете вообще стараться избегать этих отношений, избегающий тип привязанности, чтобы не улететь в очередной кювет. Что нужно делать? Учиться не только привязываться, но и отвязываться. Учиться следить за дорогой своих отношений. И если дорога, мужчина или женщина, уходит налево, то и вам нужно налево. А если направо, то и вам направо. И все будет хорошо. Проверено на практике.